Друзья, всем привет, здравствуйте! Добро пожаловать на проект RenderCamp. Меня зовут Данил Нагаец, рад вас всех приветствовать. Надеюсь, меня хорошо слышно. Как настроение, как дела, как успехи, как работа. У всех, надеюсь, все очень хорошо и все супер. Еще раз очень рад вас приветствовать. Правда, мы сделали довольно-таки большой перерыв на целый май в проведении мастер-классов. Очень сильно соскучился и наконец-то вернулся с возможностью рассказать новую тему. Меня давным-давно просили провести мастер-класс по постобработке готовых рендеров. Вот, собственно говоря, сегодня этим мы и будем заниматься. Напишите, пожалуйста, кто откуда, какие города, страны и так далее. Очень интересно узнать вашу географию. Киев, Сочи, Баку, Донецк, Хабаровск, Чехия, Одесса, Питер, Курск, Ташкент, Екатеринбург, Уфа, Харьков, Пенза, Ростов, Чернигов, Волгоград, Москва, Иркутск, Крым, Казахстан, Барнаул, Минск, Беларусь, Приднестровье, Крым, Питер, Воронеж. Всем привет, всем городам привет, всем странам привет. Ребят, правда, очень приятно, что вы собрались. Очень рад вас всех видеть и провести для вас сегодня такое занятие. Собственно говоря, по сегодняшней программе, как я сказал, у нас постпродакшн. Заниматься мы будем на основе рендеров, полученных из 3D Max при использовании V-Ray 3.3. Мы будем работать с Render Elements. Работать будем в Photoshop. Вот, собственно говоря, так. Регламент временной у нас примерно около часа, но я думаю, чуть больше мы потратим времени. Я думаю, что нам понадобится около часа 20. Я расскажу основную тему и в конце отвечу на ваши вопросы, которые у вас будут, как всегда. И, конечно же, как я обещал в последнем письме, мы за самый интересный вопрос я подарю человеку, задавшему его, участие в курсе визуализации интерьера 2.0 Luxury Apartments. Ну что ж, я думаю, что мы с вами можем начинать. И единственное, что да, вы можете скрыть окно участников вебинара, чтобы сделать экран побольше, и нажать F11, чтобы развернуть изображение на весь экран. Все, давайте я начну транслировать свой экран. Надеюсь, меня хорошо видно, меня замечательно слышно. Если будут какие-то сбои и так далее, говорите, будем восстанавливать. Итак, у нас есть готовая сцена, мы ее отрендерили. И первое, что нам нужно сделать до того, как мы отрендерили эту сцену, настроить, конечно же, наши Render Elements. Находятся они в Render Setup, это клавиша F10 на клавиатуре, это стандартная горячая клавиша. Здесь нам понадобится такой вот список Render Elements. Ничего сложного и сверхъестественного здесь нету. Некоторые из них, единственное, что нужно дополнительно настроить. Ну, давайте пробежимся по тем, которые нам нужно добавить в принципе. Потом я расскажу, что мы будем настраивать. Первый – это V-Ray Reflection, V-Ray Specular, Wire Color, отдельно Extra Text, Render ID, V-Ray Raw Reflection, V-Ray Raw Reflection, The Depth канал и канал V-Ray Light Select. Из них нам нужно будет настроить следующее. Первый – это V-Ray Extra Text. Это слой, который нам поможет создать вот такое вот изображение. Благодаря ему мы будем подчеркивать всякие мелкие детали, добавлять тенюшки и так далее. Очень полезная штуковина, добавляется очень-очень просто. Создаем Render Elements Extra Text и вот сюда в текстуру добавляем такой, давайте сейчас обновлю, добавляем такой материал, как V-Ray Dirt. Единственное, что нам нужно поменять в настройках этого материала, это его радиус. В принципе, для интерьеров нам подойдет где-то 100-150 мм радиуса. Вот в данном случае это 150 мм радиуса.
эмпирическим путем добываем тот результат, который нам нужен. Я пришел к тому, что в данном интерьере именно такой результат будет необходим. Поехали дальше. Дальше слой V-Ray Z-Depth. Это слой глубины резкости. Он создает... вернее, это слой глубины изображения. Благодаря ему мы сможем настраивать глубину резкости, плановость, ну и подобные эффекты. Вот так вот он выглядит. Его также нужно дополнительно настроить. Настроить нужно минимальное и максимальное значение. Работает он наподобие клиппинга. То есть минимальное значение это белый цвет, максимальное значение это черный цвет. Как этим пользоваться в Photoshop, расскажу непосредственно в Photoshop. Далее нам понадобится слой, который называется V-Ray Light Select. Иногда используется несколько слоев V-Ray Light Select для разных источников света. Что это вообще такое и как оно выглядит? Выглядит эта штуковина следующим образом. Нет, это Reflection, и я извиняюсь. Вот Light Select. Данная сцена освещена всего двумя источниками света. Это плейны за окнами. Собственно говоря, оба этих плейна я добавил в V-Ray Light. То есть вам нужно зайти в этот Render Element, нажать Add и кликнуть на источники света. Потом нажать Add еще раз и выбрать следующий источник света. Очень часто бывает такое, что вы используете в ваших сценах несколько источников света, например, солнце, дополнительно какие-то домы, HDRI-карты и так далее. Я бы рекомендовал добавлять их в разные V-Ray Light Select. При этом обязательно вам придется их переименовывать, потому что при последующем автоматическом сохранении слоев, если вы их не поменяете их название, они будут перезаписываться. То есть будет 3 подряд Light Select, и один напишет, второй перезапишет первый, третий перезапишет второй. Ну и, собственно говоря, в результате вы получите только один, это не очень удобно. Поэтому переименовывайте. То же самое, если вы создаете несколько вариантов, например, экстратекса, то же самое. По-разному называем, по-разному сохраняем. Поехали дальше. Следующее, что нам нужно знать и уметь использовать непосредственно в V-Ray, вернее в 3D Max. У нас получилась вот такая вот картинка. Как настраивать рендер, я уже не один раз рассказывал. Я думаю, что многие из вас уже смотрели предыдущие мои мастер-классы вживую или в записи и примерно разбираются в этом. Здесь же нам понадобится следующая затея. В первую очередь нам понадобится включить и активировать V-Ray History. Что это такое вообще и где она находится? Находится вот здесь клавиша H внизу под V-Ray Frame буфером. Ее нажимаем, появляется слева окошко. Ее для начала нужно в принципе активировать, Enable V-Ray History. И нажав вот здесь Settings, History Settings, настроить папку, в которую будет автоматически сохраняться история, размер этой папки, поставить галочку Autosave и нажать ОК. После этого вся история будет записываться автоматически, пока не заполнится эта память. Соответственно, как только память заполнена, удаляются максимально старые файлы и записываются более новые. В чем прелесть истории фреймбуфера? В том, что она хранит все render elements. То есть я могу открыть любой предыдущий рендер, и у меня там будет вся история. Собственно говоря, это самый легкий, самый простой способ сохранять render elements без выкручивания рук вашему 3D Max. Есть возможности, некоторые способы автоматизировать сохранение render elements при batch рендере, но дело в том, что это не очень удобно, это влияет на работу с гаммой, нужно отключать некоторые настройки в V-Ray. В общем, это не очень регулярная работа, а если вам нужно еще и что-то править, это будет, ну, мягко скажем, огромный головняк для вас. В этом же формате вы просто выбираете вашу картинку, если вы рендерили батч рендером, нажимаете вот здесь вот две дискетки,
и просто кликаете на название того файла, который соответствует этому рендеру. Он спросит перезаписать, вы смело можете нажимать «да», все равно RGB слой он оставит таким, какой он есть, и проблем с последующей работы у вас не будет. Вот. В зависимости от того, используете вы альфа-канал или не используете альфа-канал, ну давайте я сейчас вот для эксперимента нажму как-то вот так, 002, сохраняю я всегда в PNG формат, нажимаем Save, и вот он спрашивает такую информацию. Мы выбираем 48-битный формат, способ сжатия, и либо выбираем альфа-канал, либо не выбираем, в зависимости от того, рассчитывали мы его использовать, либо нет. В данном случае нам альфа-канал абсолютно ни зачем не нужен, поскольку ничто в альфу не уходит. Ежели у вас за окном какой-то фон, небо, город или еще что-то подобное, альфа, конечно же, вам понадобится. Вот. Но не забывайте, что у вас в любом случае по умолчанию рендерится такой слой, как V-Ray, как бэкграунд. Вот. И даже если вы не сохранили альфу, а бэкграундом у вас выступает обыкновенный environment, ну, к примеру, V-Ray Sky, бэкграунд все равно будет, Sky все равно будет на бэкграунде, и возможность использовать этот канал как маску все равно у вас будет присутствовать. Это хорошо. Ну, сохранять мне ничего не надо, как видите, я уже все сохранил. Text. Автоматик или override. Это зависит от того, как у вас настроена гамма. Если у вас гамма, output гамма настроена правильно, то есть у вас input гамма должна в 3D Max вообще быть настроена 2.2, output гамма должна настроить единица, соответственно, у вас все хорошо, никаких проблем у вас нету, и вы ставите автоматик. Вот. Ну что ж, здесь мы вроде бы все обсудили. Далее нам нужно настроить еще одну штуковину, вернее даже не настроить, а иметь возможность ее корректировать. Дело в том, что с третьей версии V-Ray ребята добавили очень классную штуковину. Это глобальные настройки уже готового рендера. И на этапе прохождения самого рендера и когда рендер уже прошел, вы можете менять параметры экспозиции, баланса белого. Вот, например, сейчас я вот поставлю, да, мы можем двигать, менять картинку в более теплую или в более холодную сторону. Далее у нас есть Hue Saturation. Ну, собственно говоря, это нам не обязательно нужно, это же мы будем делать в Photoshop. Самое классное и самое важное, что здесь есть, это, конечно же, параметры настройки экспозиции и кривые. Вот на этом я хотел бы акцентировать ваше внимание. Дело в том, что вот эти кривые, несмотря на то, что они повторяют практически полностью параметры, которые есть в Photoshop, здесь они работают с динамическим изображением. То есть мы еще не перевели изображение такой вот абсолютный растер, и если мы включим кривые, то, например, пересвет у нас появится намного позже, чем он появится в Photoshop. Соответственно, мы можем корректировать это изображение, добиваясь большего контраста, еще на этапе обработки этого изображения в 3D Max. То есть идет какой-то тестовый рендер, а мы корректируем экспозицию, баланс и так далее уже прямо здесь. В момент прохождения рендера это тоже можно делать. Это самое главное, это самое клевое. Далее, что мы будем использовать? Мы выставим Color Balance. У меня он уже немножко настроен. Я чуть-чуть избавлюсь от синего цвета. Обратите внимание, что избавляюсь я от синего цвета именно по средним тонам. То есть есть темные shadows, есть средние midtones и highlights. То есть светлые части. Светлые части вообще лучше не трогать.
никак не менять цветокоррекцию, потому что, скорее всего, у вас появятся пересветы на белых частях. А вот как раз серединку мы немножко потянули. Так вот, самое интересное, самое важное, что мы не просто вводим желтым, добавляя желтый, а мы добавляем желтый вместе с фиолетовым. Это дает вот такой вот довольно-таки естественный белый свет в интерьере. Получается очень здорово. Крайне рекомендую, пользуйтесь. Ну что ж, мы сохранили наше изображение, и мы можем переходить в обработку непосредственно в фотошопе. Наша задача, давайте я еще раз покажу вот изображение чистое, без всяких эффектов и так далее. Могу сейчас его вот так вот растянуть чуть побольше на весь экран. То есть у нас есть небольшое количество шума, у нас есть пятен, у нас практически нету, но может быть где-то вот здесь на уголках чуть-чуть есть. В общем, у нас среднестатистическое нормальное изображение, не абсолютно идеальное, не абсолютно плохое, вот какое-то вот такое. Вот. Будем мы с этим изображением далее работать. Мало того, у нас появился еще один глюк. Я когда ставил на рендер, я завысил параметр клиппинга, и у меня появилось здесь такое пустое полотно. Мы его также закроем, хотя в принципе мы можем обрезать изображение. Изображение довольно-таки большое, это выше, чем стандартное разрешение рендера, 2166 пикселей на 2600 пикселей. Это дофигища. Ну что ж, я думаю, что этого достаточно, и мы с вами можем переходить в Photoshop. Давайте, чтобы не грузить комп, я закрою Max и открою Photoshop. Photoshop абсолютно чистый, без всяких предварительных заготовок. Заходим в файл, так как мы будем загружать несколько файлов в одну файловую ячейку, то есть в один обрабатываемый элемент. У нас есть такой скрипт, встроенный в Photoshop, который позволит нам загрузить одновременно сразу все картинки. Реально очень просто, удобно. Заходим в файл, скрипт, load files into stack. Нажимаем эту кнопку, замечательно, и появляется такое окошечко. Здесь нажимаем Browse и заходим в нашу папку, где у нас лежат наши изображения. Давайте видео, мастер-классы, постобработка, рендер. И здесь, зажимая Shift, выбираем все или просто бегущей рамкой выделяем все и нажимаем ОК. Изображения довольно-таки большие, я имею в виду их размер в мегабайтах, соответственно, загружаться они будут какое-то время. Вот все они загрузились сюда, замечательно, нажимаем ОК. Как правило, в зависимости от размера вашего изображения и мощности вашего компьютера, это может продлиться, как правило, до минуты. Вот у меня это заняло, наверное, секунд 7. Но это не очень большое изображение. Последнее время мы с ребятами в студии работаем с панорамными изображениями реально огромного размера, 8000 пикселей по широкой стороне, 10 тысяч пикселей, извиняюсь. Вот. И такие картинки грузятся, конечно же, намного-намного дольше. Вот. Ну, намного-намного 1,5 минуты. Вот. То есть это все равно не катастрофа. Окей. Загрузилась наша картинка, и мы можем начинать с ней работать. Первое, что мы посмотрим, это что есть на других слоях. Собственно говоря, оценим эти слои. Первый слой, который мы уже видели, это Extra Text. То есть это наш dirt. Вот. Далее у нас Light Select. Это исключительно те плейны в окнах, которые у нас есть за бортом. Вот, 2 штуки их. Отдельно слой Reflections, то есть отражение, если нам не будет хватать бликов или отражений, мы сможем их взять отсюда. V-Ray Raw Refractions, то есть это преломление, то есть то, что прозрачное. Вот. Отдельно у нас блики. Вот. Отдельно у нас Render ID. Отдельно можно поставить даже вот так вот Wire Color для удобного выделения разных объектов, если нам нужно будет что-то массово высветлять и так далее. Собственно говоря, оба эти слоя
преследуют одну и ту же цель, но, как правило, они имеют просто разный масштаб, разную сгруппированность, поэтому просто в разных ситуациях по-разному удобно. Текст. V-Ray Specular. Вот, опять же, наше размытие для рефлекций. И Z-Depth канал. Вот. В реальной жизни есть огромный способ там, технологий сбора картинок, изображений. Некоторые ребята собирают там, начиная с диффузного слоя, далее добавляя рефлекции, добавляя рефракции и в итоге получая готовый RGB слой. Я, честно скажу, в реальной работе этим не заморачиваюсь. Я получаю RGB слой и использую все вот эти слои как вспомогательные для последующей настройки финального изображения, добавление там, теней, чистки от шумов и так далее. Собственно говоря, можем, наверное, начинать. Самое простое, что мы будем делать, это будет работа с Extra Text. Ну, давайте сразу перетащим этот слой наверх. Вот. И положим его через, ну, наверное, через Darken, да, или вот Multiply в данном случае неплохо работает. В зависимости от эффекта, который вам нравится, вы добавляете какой-то способ. Ну, в данном случае, наверное, даже Color Burn хорошо работает. Вот. Опять же, все эти нюансы и моменты нужно смотреть в зависимости от изображения. Иногда бывает такое, что Overlay хорошо срабатывает или Soft Light. Вы должны помнить, что ничто не истинно, все дозволено, и вы можете пользоваться всеми этими способами наложения в зависимости от вашей необходимости. Вот. Может быть, даже простой Darken здесь будет работать довольно-таки неплохо. Ну, хотя вот здесь вот давайте найдем какой-то оптимальный вариант. Я думаю, что если мы уменьшим значение Extra Text, это будет то, что нам нужно. Вот. Я думаю, что вот так вот получается именно то, что нам нужно. Мы выбрали слой, который называется Color Burn. Я его поставил на значение 16 opacity, то есть 16% прозрачности. Ну, около там 15-20. Выглядит замечательно. Давайте посмотрим, нигде ли он не перекрывает никакие отражения. Очень часто бывает такое, что на мелких объектах Extra Text, например, там трава, ковер или что-то наподобие такого, мелкий декор, Extra Text перекрывает абсолютно весь диффузный слой, и особенно если вы торопитесь, создаете постобработку довольно-таки быстро, вы можете это не заметить, отправите вашему заказчику или девелоперу готовое изображение, он на встрече с заказчиком, либо вы на встрече с заказчиком будете судорожно пальцем закрывать это место, чтобы никто никогда ни в коем случае этого не увидел, потому что это не очень хорошо. Вот. Окей, оставляем Extra Text. И этого достаточно. Хорошо, давайте дальше. Сработаем с Light Select. Выбираем V-Ray Light Select. Вот. Обратите внимание, что в некоторых ситуациях Light Select может довольно-таки сильно шуметь. Как вы понимаете, никакие детали подчеркивать этот слой не будет. Нам нужно получить от него только тени. Вот, то есть подчеркнуть, сделать тени более контрастными. Соответственно, мы совершенно спокойно можем произвести denoise для этого слоя. Кстати, ребята, небольшое лирическое отступление. Буквально позавчера презентовали новое видео по поводу нового V-Ray 3.4, в котором встроенный офигительный denoiser. Если кто-то еще не видел эту презентацию, после мастер-класса заходите в группу RenderCamp и там, группу ВКонтакте, и там видео это уже лежит. Вот, посмотрите и
Рекомендую. Классная штуковина. Текст. Ну что ж, давайте пройдемся денойзером по этому слою. Варианта 2. Как это делать? Либо использовать стандартный денойзер, то есть зайти в Noise и нажать Reduce Noise, либо выбрать Sharpen, Unsharp Mask, и здесь есть такой параметр, как Threshold. Здесь мы можем уменьшать значение размытия шума. В зависимости от ваших необходимостей может срабатывать лучше то ли одна, то ли другая функция. Есть, конечно же, огромное количество, гигантское количество других дополнительных плагинов от внешних разработчиков. Ну, на вкус и цвет фломастера разные. Окей, заходим в фильтр, выбираем Noise и выбираем Reduce Noise. Я думаю, что этот парень нам поможет в данном случае намного больше и лучше всех. Ну, давайте смотреть, чего у нас здесь есть. Вот. Sharpen Details мы уберем в 0. Давайте поставим Straight побольше. Вот у нас получается довольно размытая картинка. Reduce Color Noise. Ищем оптимальное. Вот я сейчас смотрю. Ищу оптимальное значение. Color Noise здесь практически ничего не меняет, честно скажу. Ну вот так вот где-то у меня получается избавиться от этих шумов. Я думаю, что меня это устраивает и выглядит это намного лучше. Если с первого раза за первую проходку этого недостаточно, вы можете всегда зайти Noise, Reduce Noise и сделать то же самое еще один раз. В принципе, у меня нет такой необходимости, но в принципе чуть-чуть можно добавить. Ну, например, вот так. Я думаю, что этого уже точно более чем достаточно. Вот. И далее мы с вами можем накладывать этот слой, как нам нравится, работать с ним дальше. Окей, ну давайте начнем с Darken и дальше посмотрим. Так, это, конечно, все не годится. Давайте вернем в Lighten. Дальше, ну, наверное, Screen нам лучше всего в данном случае подойдет. Да, Screen, конечно же, сейчас максимально выгодно преподнес наше изображение. Обратите внимание, у нас появились мелкие тени. Этот слой можно добавлять бесконечное количество раз для того, чтобы эти тени увеличивать. Но не забывайте, что также у вас появляется пересвет. Здравствуй, пересвет. Вот он. Это, конечно же, не очень хорошо, вернее сказать, честно сказать, вообще плохо. Поэтому давайте, наверное, возьмем маску для этого слоя. Для этого создадим, кликнем при выделенном этом слое на вот эту вот кнопочку Add Vector Mask и возьмем какую-нибудь кисть темного цвета соответствующего размера. Ну, давайте. И просто черным цветом, конечно же. Давайте поставим opacity побольше. И просто вот так вот замажем. В чем прекрасность работы именно с маской? Мы не удаляем кусок нашего слоя. Мы просто его чистим. Вот, если мы нечаянно удалим какую-то часть, мы всегда можем вернуться и восстановить ее. Вот, ну давайте смотреть, где у нас, что у нас. У нас получается, вот здесь появляется прекрасный свет. Мне он очень нравится. Но опять-таки давайте внимательно смотреть, чтобы пересвета у нас не получилось. Я, наверное, возьму opacity поменьше, около 20%. И немножко вытру вот здесь вот с фасада кухни. Окей. Выглядит очень здорово. Давайте вот здесь с лампы чуть-чуть вытрем. Да, класс. Вот так намного лучше. Можно чуть-чуть вытереть с потолка, потому что на потолке выглядит слишком пересвечено. Окей. Кстати, не самая там важная, не самая такая жизненно необходимая штуковина, но тем не менее, увеличение и уменьшение размера вашей кисти происходит на русской раскладке, на русской клавиатуре знаком, твердым знаком и клавишей H. Это такие вот квадратные скобочки справа у вас на клавиатуре. Очень удобно, этим можно регулярно пользоваться.
Вот. Ну, вот так вот мы сделаем. Еще раз внимательно смотрим, чтобы у нас нигде вот тут пересвета лишнего не получилось. Окей. Вот так выглядит вообще прекрасно, шикарно и замечательно. Окей. Если нам не хватает каких-то теней в каких-то элементах, мы можем продублировать этот слой. Ну, давайте сделаем duplicate, и вот он у нас появился еще раз. Я думаю, что я могу себе позволить добавить блик вот здесь вот слева внизу. Вот здесь красивый такой засвет. Вот, собственно говоря, с ним я и поработаю. Так. Давайте еще раз. Duplicate. Я начал рисовать по основному слою. Нечаянно. Нужно быть внимательным, конечно же, рисовать по маске. Я возьму 100%. И сразу зарисую всю картинку. Вот так вот. Можно ее было бы, конечно же, сразу залить черным цветом, но так как маска у меня уже была готовая, мне удобнее сейчас так. И просто возьму вот здесь вот аккуратненько ластиком нарисую по маске слева внизу добавлю немного блика. Вот. Я думаю, что непосредственно свет из окна я удалю. Окей, хорошо. Прекрасно. И на этом этапе мы с вами можем добавить такую штуковину, как сделать шарп для нашего основного слоя. Да, кстати, ребята, по поводу денойзера. Если у вас получилась шумная картинка, вы можете избавить себя от шума и на основном RGB слое, но будьте аккуратны. Этот слой, скорее всего, денойзер, вернее, избавит вас и от мелких деталей, такие как, вот, например, какие-то швы, например, на фасадах, какие-то переходы малозаметные от цвета к тени, какие-то вот мелкие линии на лампе, вот и так далее. Текст. Ну что ж, вроде бы мы с этим разобрались. Основной свет у нас выглядит очень-очень неплохо. Давайте скопируем основную картинку, чтобы мы в самом конце могли сравнивать то, что у нас было, и то, что у нас стало. Хорошо. И теперь давайте сделаем мелкий шарп вернее, крупный шарп для нашего изображения. Он добавит контраста. При этом он не сработает как общий контраст, то есть он не высветлит самые светлые части и не затемнит темные, но добавит такой вот экспрессивности, резкости в нашу картинку и добавит ей такого вот объема, такого довольно-таки жесткого. Мне нравится именно такая подача изображений, поэтому я использую этот способ. Выбираем Sharp, Smart Sharpen. И здесь у меня вот прямо остались последние настройки, которые я использовал. Такой, ну, лайфхак, не лайфхак, но вот такая вот штуковинка. Выставляем радиус максимальный, 64 пикселя. И amount выставляем, ну, совсем небольшой. Тоже не переборщите с ним. Там от 10 до 20 будет более чем с головой достаточно. Вот я зажимаю левую кнопку мыши, сейчас без него отпускаю. И мы видим, как подчеркнулись детали, появился такой вот довольно-таки резкий контраст. Это хорошо. У меня остался с предыдущей настройки Reduce Noise. Reduce Noise я убираю в 0. Совершенно не нужно нам тут избавляться ни от каких шумов. Да, кстати, в погоне от избавления от шумов я видел огромное количество не очень хороших, не очень красивых работ. Да и честно сказать, ребята, абсолютно лишенная шумов картинка выглядит примерно как абсолютно симметричное лицо. То есть ее на самом деле не бывает. То есть лицо каждого человека немножко асимметрично. Это дает вашему лицу, или не вашему, любому другому лицу определенный характер, который отличает только вас. Вот, собственно говоря, и то же самое с шумами.
когда вы фотографируете интерьер, в любом случае где-то будут какие-то небольшие шероховатости, шумы. Не факт, что это непосредственно сам шум. Это может быть какая-то текстура сфотографированная, которая имеет определенный очень насыщенный рисунок. И физический размер вашего кадра, вашего изображения просто не дает возможности этой картинке, этой текстуре передаться полностью, да, то есть изображение получается слишком мелким, вот, и поэтому оно может выглядеть как шум, при этом на изображении в общей массе всей вашей работы это выглядит естественно и даже очень красиво. Поэтому полностью избавляться от шумов, наверное, не совсем правильно. Для примера, товарищи кинематографы, наоборот, специально добавляют шумы в изображение, в свои рендеры, в анимации, для того, чтобы добавить реалистичности, наоборот, добавить реалистичности в свои картины. Это важно. Хорошо, поехали дальше. Этого нам достаточно. Выбрали, добавили. Мы можем посмотреть еще раз. Вот у нас было, вот у нас стало. Картинка у нас просто проявляет объем просто невероятно. Очень хорошо, круто и выглядит очень скульптурно. Что ж, поехали дальше. Далее слои, которые нам могут понадобиться, это Refraction и Reflection. Давайте ими и займемся. Ну, давайте для начала. Не факт, что нам они понадобятся в чистом виде и полностью, но вот я думаю, что, например, какие-то блики на стаканах, ну, может быть, еще где-то, может нам понадобится. Давайте начнем со скрина, но, может быть, и какой-нибудь soft light нам подойдет. Вот. Давайте пробежимся по всем слоям. Нет, это не годится, не годится, все не годится. Да, похоже, Soft Light был самым симпатичным. Давайте еще раз по Light нам пройдемся. Может быть, скрин. Нет, скрин точно не годится в данном случае. Да, оставим Soft Light. Хорошо. Я оставлю, конечно же, не везде. Большую часть изображения я вытру. Ну, опять же, возьму маску. Черным цветом залью ее полностью. И немножко нарисую там, где этого не хватает. Возьму opacity совсем небольшая, около 20. И пройдусь вот здесь вот, чтобы добавить мелочей. Ну, можно вот здесь по столику. Конечно же, вот здесь по кухонным фасадам, это даже очень много. Вот так вот, вот чуть-чуть проявить эти блики. Получается очень зачетно. Окей, этого достаточно, более этого слоя не надо. Вот у нас для примера показываю, что получилось. Текст, окей, поехали V-Ray Reflection. Здесь мы, наверное, выберем скрин, пожалуй. Да, здесь нам понадобится вот только с работой по бутылке и по хрому на переднем плане. Здесь это выглядит хорошо. Опять же таки маска. Черным цветом ее зальем. Кисть. И давайте пройдемся кистью по нашей маске. Кисть возьмем белую, конечно же. Давайте я чуть-чуть помощнее ее сделаю. Так. Вот. Хром выходит на передний план, вот становится прям светлее. Он перестает быть темным. Много так симпатичнее выглядит. Ну и, конечно же, бутылки.
Окей. Я немножко задел пол на втором плане. Конечно же, мне хочется это немного исправить. Вот так вот беру. Почищу. Очень аккуратно, индивидуально к каждой позиции каждого объекта нужно подходить, чтобы не получить чего-то излишнего. Текст. Я думаю, этого достаточно. Поехали дальше. Здесь у нас где-то specular был. Хорошо. Вот наш specular, и его мы также положим через либо через Lighten, либо через Screen. Я думаю, да, Screen вот лучше выглядит. Добавляет свечение. Очень замечательно. Окей. Основная работа, здесь я даже ничего уменьшать не буду, потому что он и так довольно-таки мало светит. Основная работа с изображением, с подготовкой изображения окончена, и в принципе мы можем приступать к более детальной работе. Давайте проведем анализ вообще глобально, что нам здесь нужно, чтобы не бросаться из стороны в сторону, а понять, какие наши задачи, и идти системно. Во-первых, вся картинка у нас очень холодная. С одной стороны, это не очень хорошо. Ну, конечно же, на вкус и цвет фломастеры известные всем, но не всем заказчикам, например, да и, собственно говоря, не всем дизайнерам нравятся холодные интерьеры. Поэтому, возможно, нам нужно перевести его в более теплый формат. Мы постараемся сделать что-то более-менее среднее. Последнее время лично мне очень нравится, когда интерьеры выглядят белыми, как будто они освещены вот таким вот туманным днем. На мой взгляд, это выглядит очень стильно, очень аккуратно и, собственно говоря, не идет вразрез ни с моим видением, ни с видением большинства заказчиков. Да, собственно говоря, и интерьер заказчики в большинстве наших советских городов, постсоветских городов больше всего, чаще всего будут выглядеть именно таким образом. Поэтому можем это использовать. Далее, у нас есть прекрасный какой-то виски или бурбон на переднем плане, но выглядит он как разведенный бензин, совершенно не похож на ничто красивое алкогольное. Надо это привести в порядок, высветлить, добавить здесь каких-то элементов, вернее, добавить бликов. Вот. Также золотая внутренняя чаша наших светильников. Очень темно она выглядит, как грязная бронзовая, надо высветлить. Вот. Светлые кожаные кресла также нужно повысветлять. Вот. При этом не слишком увеличить общий контраст. Вот. В принципе, фронт работ примерно понятен. Приступим к исполнению. Текст. Ну, давайте начнем с высветления бутылочек. Чего-то мне хочется начать именно с этого. Давайте так и сделаем. Для начала мы выберем Wire Color. Окей. Возьмем Select, Color Range. Select, правильно говорить, мне замечание делали. Выбираем так. Вот, и снимаем выделение. Есть прекрасная штуковина. Обратите внимание, пока у нас есть выделенная часть, вот, выделенная рамка, вот, мы можем создать какой-то слой, и на этот слой будет автоматически создана маска по этой рамке. Что имеется в виду? Смотрите, я, например, создам слой кривых. Захожу сюда, нажимаю кривые. И у меня автоматически вот создался слой кривых с маской. То есть я буду работать сразу только с этим слоем. Это очень удобно для такой вот штуковины. Ну, в принципе, мне нужно здесь сделать что-то такое вот. Вот такое вот. Вот так вот, мне кажется, выглядит уже намного лучше.
Замечательно. Единственное, что вот здесь вот справа вверху немножко затемню, поэтому возьму черный цвет, opacity поставлю какую-то 10% и вот так вот со стороны, где тень, немножко добавлю тени. Так вот выглядит намного естественнее и симпатичней. Класс, да. Замечательно. Теперь давайте сделаем еще раз то же самое, но с другой целью. Выберем фильтр, select, color range, синий этот цвет, и еще один раз, но уже на hue saturation. Точно так же создалась маска, и я просто добавлю цветности. В итоге у меня получается более цветной напиток какой-то там внутри. Вот теперь он начинает выглядеть как настоящий виски, а не как какая-то фигня разведенная. Вот, можно там добавить какого-то тона, который вам нравится. TX. Что-то я подзабыл, честно сказать, как выглядит виски, но я предположу, что выглядит он примерно вот так. Вот. Замечательно. Окей, так выглядит намного лучше. Чаек. Ну вот, Игорю кажется чаек. Судя по всему, Игорь больше разбирается в виски, чем я. Это прекрасно. Поехали дальше. Дальше давайте займемся тем же самым для внутренней части наших светильников. Так, здесь ничего не видно. Поехали, давайте посмотрим, есть ли у нас что-то полезное на этом слое. Ничего у нас тут полезного нету, придется халтурить. Ну и окей, нам не привыкать. Выбираем Select, Color Range, выберем розовый цвет. Окей. Обратите внимание, сейчас выделился лишний кусочек вот здесь вот на кране. Зажимаем Alt и снимаем выделение с этой позиции. Нам лишнее не нужно. Окей, замечательно. И теперь мы давайте возьмем, ну, например, Quick Selection Tool. Опять-таки нажмем Alt. Вот. Нет. Так, ничего не получается. Давайте тогда возьмем обыкновенным полигональным выделением. Вот, опять-таки с зажатым альтом снимем выделение с лишнего. Можно то же самое на самом деле делать кистью. То есть вот то, что я сейчас так заморачиваюсь, это абсолютно не догма, и во многих ситуациях было бы это легче и проще сделать кистью. Но кистью мы уже работали, с этим мы более-менее разобрались. Поэтому сейчас я позволю себе вот так вот поиздеваться над собой. Окей, хорошо. Готово. И давайте сделаем то же самое. Кривые и Hue Saturation. Ну, давайте начнем с кривых. Сделаю посветлее. Обратите внимание, что высветлять мне нужно именно темные части. Окей. Предположим, этого достаточно, но смотрите, какая штуковина. Нам сейчас нужно, по большому счету, выделить тот же самый объект. Это, конечно же, было бы неудобно делать опять выделением. Поэтому мы заходим в Channels, выбираем Curves Mask, нажимаем Ctrl-A, Ctrl-C и опять отключаем. То есть мы скопировали эту маску. Теперь создаем новый слой, например, ну не например, а Hue Saturation. Замечательно. И опять-таки заходим в Channels, Hue Saturation, Ctrl-V, снимаем выделение. То есть мы вставили маску. Очень внимательно, очень аккуратно это можно делать, достаточно несложно, но просто такая возможность есть, знаете об этом. Вот, окей. И теперь давайте обычным ползунком вот так вот передвинем. Найдем то значение, которое нам надо. Вот как-то так. Вот так вот было. Вот так вот стало. Окей, можно кривыми чуть-чуть еще
добить. Чуть-чуть меньше saturation. Вот так. Да, вот так вот выглядит уже замечательно. Можно посмотреть. Так было, так стало. Класс, хорошо. Окей. Теперь давайте высветлим, вернее дадим блик многим другим объектам, которые у нас не попали ни в какие specular, но нам нужно получить какой-то эффект от этого. Это крайне важная штуковина. Давайте это сделаем. Каким образом? Очень просто. Создадим слой кривых. Возьмем как-то резво так вот увеличим свет. Вот, то есть вот у нас получается вот такой вот вариант. Вот, не пугайтесь, ничего страшного в этом нету. И мы теперь что делаем? Правильно, заливаем маску черным цветом. Выбираем кисть. Вот, и белым цветом будем рисовать по маске. Это нам даст как раз вот этот самый блик. Вот это вот свечение на тех объектах, которые имеют возможность светиться и повернуты к объекту, к источнику света. Вот. Можем заодно немного высветлить какие-то объекты. Вот, например, вот здесь вот кресло слишком темное. Вот таким вот образом. Давайте заодно пройдемся немножко по спинкам стульев. Для того, чтобы вот здесь с краю блик был поактивнее, давайте вот так вот сделаем. Оп. И прям нарисовали этот блик. Но я сейчас переборщил чуть-чуть. Давайте его поменьше возьмем и hardness больше. Вот так вот. Вот здесь то же самое. Давайте hardness поменьше. Кстати, ребята, у Photoshop Ctrl-Z по умолчанию меняет вперед-назад только последнее действие. Но если вы нажимаете Ctrl-Alt-Z, он работает как обычно в 3D Max там, и в других программах. То есть отнимает следующее, несколько действий подряд. Очень полезная штуковина. Я не знал этого долгое время и мучился. Вот теперь знаю, и вы теперь знаете. Окей. Давайте сделаем то же самое здесь. Нет, ребята, не Ctrl-Shift-Z, а Ctrl-Alt-Z. Я не знаю, может быть у меня какая-то волшебная версия Photoshop, но, честно говоря, и в последнем CC, и в CS6 у меня был именно Ctrl-Alt-Z. Вот, давайте сделаем. Здесь добавим бликов. На некоторые вот эти элементы можно добавить свечение, но я не хочу их чрезмерно осветлять, чтобы не получить пересветы, поэтому оставлю как есть. Возьму какой-то побольше, hardness 0, ну и поставлю такие вот блики наподобие, как на этом тостере. Вот. Наверное, я немножко переборщил здесь с hue saturation, чуть-чуть поменьше сделаю. Вот так вот. Ну что ж, я думаю, окей, хорошо, выглядит вроде бы все уже хорошо. Давайте работать с цветокоррекцией. Можем, в принципе, объединять все эти слои по группам. В данном случае мы можем объединить все предыдущее в одну папку. Выберем все эти слои. Давайте, кроме Wire Color, создадим папку, и автоматически все эти слои упадут внутрь этой папки. Хорошо.
Далее, ну, кстати, можем посмотреть. Вот было, вот так вот у нас стало. На мой взгляд, очень круто. Картинка приобрела в объеме очень-очень. Что ж, поехали дальше. Дальше общая цветокоррекция. Давайте добавим сюда слой Color Balance. И будем добавлять равномерно для средних тонов, обратите внимание, желтый и красный. Красного всегда будет чуть-чуть поменьше. Вот. Наша задача получить более-менее реалистичный, не пересвеченный желтым, не пересвеченный синим, мягкий такой свет. Вот. Поэтому давайте очень аккуратненько, наблюдая за тем, что происходит. Минус 3 много, давайте минус 2 и здесь минус 4. Окей, да, вот так вот намного лучше. И теперь давайте зайдем в Shadows, то есть тени, и тени дадим чуть-чуть синего. Здесь, например, 3. Давайте. В принципе, этого достаточно. Можно еще чуть-чуть зелененького дать. Будет чуть более стильно. Плюс 1, плюс 2. Вот. Вот так вот у нас произошла картинка. Глобально у нас ничего не поменялось, но она перестала быть синей. Я не уверен, что на самом деле наш соединение интернета это показывает, но в любом случае на записи это будет видно. Вот. Ну что ж, поехали дальше. Включим этот слой. Окей, замечательно. Далее, что нам нужно добавить? Как правило, нам здесь может пригодиться некоторое количество дерта. То есть взять какую-то маску и либо какую-то кисть и сделать что-то такое эдакое. Вот у нас, например, ну прям вот идеальный диван. Прямо вот его только привезли и поставили. Таких не бывает. По диванам обычно лазят дети, собаки и прочая живность. Поэтому здесь могут быть какие-то разводы, какие-то ворсинки в одну сторону, сглаженные ворсинки в другую сторону сглаженные, поэтому мы с вами берем какую-то кисть. Ну, изначально, конечно же, мы создаем какой-то слой, например, те же кривые или экспозиция, levels, там, не имеет значения, кому удобно. Ну, мне, например, в данном случае, наверное, удобно будет через кривые это сделать. Вот, ну, вот там затемню чуть-чуть вот так вот. Вот. Возьму черным цветом залью, вот, и возьму какую-то кисть. Но кисть возьму не обыкновенную, а магическую. Вот. Здесь у меня есть определенное количество нестандартных кистей, я их использую. Ну, например, давайте я покажу, чего у меня есть, вообще похвастаюсь. Это все можно добыть на просторах интернета бесплатно и платно, и как угодно. И даже если платно, то стоит они копейки. В зависимости от ваших нужд и необходимостей вы можете найти что угодно, чего бы ваша прекрасная душа не пожелала. Итак, давайте возьмем белый цвет, давайте возьмем какие-то нестандартные кисти, которые у меня есть. Ну вот у меня есть тучки, например, вот такие вот тучки. То есть благодаря этим тучкам, облакам или как эту фигню можно назвать, мы можем получить какой-нибудь пар из чайника, например, или какое-нибудь туманное прошлое, или еще что-нибудь на этом подобное. Ну вот, например, какие-то мартеновские печи можно, например, надуть. Текст, но это нам не нужно. Давайте опустимся пониже. Вот, кстати, вот такой туманчик можно добавить, если вы кальянную делаете, к примеру. Нам нужно что-то очень графическое. Конечно же, кисти мы будем подбирать для каждого из подобных проектов вручную, но это нам совсем, конечно, не годится. Это маска какой-то фигни. Опять фигни. Но нам нужно что-то похожее на какие-то нелинейные точки, пятна. Что-то такое, кстати, может
подойти. Но пока место ставим это на попозже. Резко слишком. Ух ты, елки. Не видел этого, честно скажу. Так, что у нас тут еще может быть полезно? Вот такое вот. Вот такое может быть полезно, но имеет четкий радиус. Сейчас поищем еще что-то. Здесь наоборот слишком размытое. Давайте поменьше попробуем. Кстати, может быть, давайте попробуем именно этой кистью поработать по маске. Сделаем ее чуть поменьше. Белым цветом, конечно же. Вот так вот намного симпатичнее получается. Давайте opacity возьмем. Вот так лишнее, если мы вылазим за какие-то рамки дозволенного, мы позже сможем почистить, это не проблема, уже обычным ластиком. А сейчас мы создадим вот такие вот пятнышки этим. Вот, получается очень такой классный эффект. Очень нравится. Замечательно. Давайте вернемся к обычной кисти. Можем еще какие-то кисти. Ух ты, вот вообще в тему, класс. Глядите как. Такие прям лишние возьмем там, где слишком резко исказим, замажем. Вот. А классные места оставим. Вообще класс получается. Прям такой эффект. Это то, что в принципе можно было создавать на этапе работы с материалом еще в 3D Max, но в 3D Max можно работать над таким материалом довольно-таки долго, а здесь вот путем экспериментов получается сразу клево. Окей, возьму кисть, обыкновенную черную, круглую, ну и замажу, конечно же, то, что абсолютно не подходит. Давайте hardness. Это тоже не годится, это не стандартная кисть какая-то. Вот, да, вот это то, что нужно. Возьму opacity, сделаю, ну, хотя бы 30%. Там, где на пол я залез, вообще вытру. Напоминаю, что это все я делаю по маске. Со столика вытру, конечно, полностью. Окей. Поработаю еще один раз. Вот какой-то... чуть более резкой кистью какой-то. Давайте вот эту. Подчеркивая те части, где у нас откровенно тень, и высветляя те части, где у нас свет. Да, вот так вот классно выходит. Окей. Ну что ж, получилось очень здорово. Собственно говоря, тем же способом можно проработать и прочие элементы, там, я не знаю, потолок сделать, там, дёрт какой-то добавить, какие-то рефлекты добавить, но, в принципе, нам это не нужно, этого дизайн не требует, поэтому оставляем это на попозже. Текст. Ну что ж, давайте теперь займемся
каким-то эффектом небольшого тумана. Давайте сделаем дубликат основного слоя, вернее дубликат слоя Z-Depth. Сделаем Ctrl-E, то есть инвертируем его и положим его на слой Screen. Ну, в данном случае Screen будет лучше всего, да и в принципе Screen работает лучше всего. Далее, нам нужно применить слой кривых к этому слою. Сейчас у нас дикий туман, конечно же, это не годится вообще никуда. Вот. Возьмем слой кривых и нажмем вот эту вот кнопочку, которая привяжет кривые только к этому слою, инвертированному слою Z-Depth. То есть мы теперь будем влиять этими кривыми только на этот слой. Это очень важно. Далее мы сделаем вот такую вот манипуляцию. Мы опустим крайнюю точку белого вниз и точку черного пододвинем вправо. То есть таким образом точка черного у нас перемещается глубже по нашему интерьеру. Вот давайте я покажу Normal. Вот что у нас получилось, да? Вот чего мы добились при помощи кривых. Вот я включу кривые, отключу, да? То есть у нас точка черного ушла на задний план. Хорошо, давайте еще раз. Screen. Замечательно. То есть у нас второй план, задний план ушел немножечко в туман. Хорошо это или плохо будет диктовать ваш дизайн. Моя задача сейчас, конечно же, просто показать такую возможность. Вот. А как это использовать, дело ваше. Конечно же, больше всего это будет видно, например, на каких-то экстерьерных визуализациях, то есть на рендере архитектуры. Вот. Но в интерьере также можно это применять. Кроме того, вы можете взять кисть тумана и поработать по этой маске. Тоже можно получить определенный эффект такой вот пыльности, атмосферы и так далее. Ну, я не хочу сейчас создавать, это коммерческий проект, то есть никакой пыли, дыма, тумана и так далее, строительного мусора мне здесь не нужно, поэтому оставлю так. Я, наверное, добавлю немножко opacity, чтобы не слишком сильно лупил этот туман мне в картинку. Вот так вот выглядит намного симпатичнее. Вот. Ну что ж, думаю, очень замечательно получается. Хорошо. Давайте добавим еще один Color Balance. Хочу добавить... Вау, не к этому слою. Вообще его добавим. Вот сюда куда-то. Этот слой нам уже не нужен, можем его удалить. Сделаю примерно вот такой вот. Желтенький. И теперь, смотрите, то же самое. Возьму маску, залью черным цветом. Вот. И по маске пройдусь по освещенным частям, чтобы освещенные части сделать более светлыми. Так получится очень прикольный переход от темного к светлому. От теплого к холодному. Оговорился. Текст. Давайте возьмем кисть. Кисть возьмем обыкновенную. Вот. Вот такого вот размера. И сделаем здесь вот на самых светлых участках. Проработаем их. Это еще немного оживит наше изображение. Особенно вот там, где выходит свет из проема. Где-то на потолке. Не слишком далеко. Далеко слишком не заводите. Вот в самых освещенных, бликующих местах. Где-то здесь, где-то здесь. Немножко. Текст здесь немного переборщил, поэтому давайте вернем черный. Оп. Вот так. Вот так вот намного живее стало, симпатичнее и лучше. Текст. Хорошо. Ну и теперь мы приступаем к некоторым финальным итерациям того, что мы сейчас делаем. Давайте это все
объединим в еще одну папку и ее продублируем. Делаем эти дубликаты для того, чтобы, если мы захотим вернуться к какому-то предыдущему этапу, чтобы мы могли это сделать. Да? Нажмем Ctrl-E, тем самым мы объединим эту папку в отдельный слой, в целый слой. И теперь мы применим сюда несколько дополнительных эффектов. Первый эффект, который мы применим, это будет винитирование. Давайте сделаем Duplicate Layer. Вот. И именно на дубликат этого слоя применим фильтр Lens Correction. Хорошо, заходим вот сюда, заходим в Custom и выставляем параметр Amount. Вернее, винитирование, сначала Amount, потом Midpoint, то есть точка черного. Вот. Давайте переместим ее где-то на 80-85 и Amount будем смотреть, сколько нам нужно. Вот где-то вот так вот уже выглядит хорошо. Можем, отключая галку Preview, смотреть, что у нас получается. Ну, в принципе, ничего так. Окей, давайте скопируем, применим. Вот, и вот что у нас получается. Выходит довольно-таки симпатично. То есть это естественный эффект линзы объектива, то есть это настоящий эффект, поэтому мы можем его позволить себе использовать. Теперь давайте выбираем, еще раз зайдем туда же, зайдем в тот же самый Lens Correction, но здесь есть еще одна функция. Это эффект хроматических аберраций. Это также естественный эффект линз фотоаппарата, который смещает немножко RGB слои. Вот видите, если я дам сильное смещение, получится вот такая вот штуковина, да? От центра изображения смещаются в разные стороны RGB слои. Вот. Нам сильно это делать не нужно, но небольшое вкрапление этого эффекта в наше изображение может сыграть для нас очень интересную штуковину. Можем, давайте подвинуть чуть-чуть вот красный и синий, и мы получим немножко нестандартные хроматические аберрации, довольно-таки интересные, симпатичные. Не хочется сильно зеленый выводить, хочется, пускай он лучше будет желтым. Вот. Красный с желтым, так будет симпатичнее всего, учитывая нашу гамму с вами, гамму всего изображения. Вот. Да, вот так вот получается очень здорово, естественно, хорошо. Применяем ОК. Вот. Далее, что мы хотим сделать? Далее нам нужно, ну, в принципе, мы можем сделать еще немного теплее наше изображение, я так предполагаю. А давайте сделаем немножко по-другому. Давайте тени сделаем потеплее. Вот так вот живее и естественнее получается картинка. Давайте объединим эти слои. Я имею в виду цветокоррекцию и последний измененный. Вот, да. И теперь самое последнее, что мы будем делать с этим изображением, добавим эффект глубины резкости, то есть DOF эффект, альтернатива DOF эффекта. Если у нас нет возможности ждать слишком долго рендер, мы будем работать через Z-Depth канал. Окей, выбираем Z-Depth, вот он у нас, Ctrl-A, Ctrl-C, заходим в Channels, создаем новый слой, это получается автоматически альфа, и делаем Ctrl-V на этот слой. Но это не все, что нам нужно с ним сделать. Сделаем небольшой блюр для этого слоя. Motion Blur, нет, Gaussian Blur. Размоем его на 1-2 пикселя, не больше. Вот, я думаю, что 2 пикселя, все, достаточно хорошо. Супер. Возвращаемся на RGB слой. Теперь заходим на цвет, на
Color Balance, вернее на исходный наш RGB слой, он уже объединился с Color Balance, поэтому так называется. И заходим в Blur, Lens Blur. Где он тут? Вот он тут. Вот. И теперь мы работаем примерно так же, как на экране любого нашего планшета, телефона и так далее. Мы выставляем радиус и тыкаем в какое-то место, на котором мы хотим сакцентировать фокус. Ну, например, на вот этих люстрах. Должен предупредить, что ZDepth канал не создаст вам абсолютно идеальное размытие. Вот. Скорее всего, это будет эффект. Вот, размытие. То есть, поэтому применять его слишком сильно нельзя. Как вы помните, мы сделали 2 всего лишь пикселя, соответственно, радиус размытия мы сможем делать совсем небольшой. Но для того, чтобы сделать какой-то слабый акцент на каком-то переднем плане, вот, этого будет, в принципе, достаточно. Вот, ну, например, давайте здесь 6 поставим. Вот, ну, на вот этой вот диванной подушке я сделаю основной акцент. Как вы видите, задний план у меня чуть-чуть размылся. Вот. При этом ноутбук у меня остался более-менее в среднем фокусе. Вот, и в самом основном фокусе у меня диванчик. Вот. Вот, собственно говоря, и практически все. Единственное, что мы можем с вами добавить сюда, это отрезать клиппинг, который у нас был в самом низу, в самом-самом-самом начале. Окей, хорошо. Вот. Глобально Кстати, по поводу стакашек, вот вы сказали, а я бы сюда еще немножко добавил кривых. Давайте постфактум добавим немножко сюда свечения. Вот так вот сделаем. Давайте опять же таки черный цвет. Hardness 0. И светлую часть стаканчика вот так вот высветлим, чтобы объем на нем лучше читался. Здесь немножко на диван залез, этого лучше не делать. Да. Вот. Вот так вот хорошо. В принципе, можно добавить какие-то вишенки на торте, которые я на самом деле делать не люблю. Но, тем не менее, есть заказчики, есть, да и, собственно говоря, есть дизайнеры, которые это любят. Есть ребята даже, которые умеют очень здорово этим пользоваться, ставить блики на изображение. Для этого есть специальный плагин, который называется Red Giant Software. Это, вернее, производитель. Плагин называется Knoll Light Factory. Вот. И он создает вот такие вот блики. Вот. Ну, говорю это скорее для тех, кто об этом не знал и не слышал о таком плагине. Вот, собственно говоря, он делает вот такие вот штуковины. Здесь гигантский объем пресетов, готовых, преднастроенных всяких бликов. Можем, ну, где-то на какую-то бутылку сюда поставить совсем какой-то небольшой блик. Давайте. Ну, вот как-то так. Не более того. Так, ну что ж, я думаю, что по этому все. Дальше мы только сохраняем изображение. Сохраняем мы, зажимая Ctrl-Alt-Shift-S через Save for Web. Почему так? Потому что этого сжатия мне достаточно для того, чтобы хранить файлы, но при этом файлы весят очень немного. Дело в том, что рендеров я делаю очень много, постобработок делаю очень много, и если я буду иметь каждый файл по 150 мегабайт, мой винчестер будет заканчиваться очень-очень быстро. Поэтому я сохраняю финальное изображение именно вот в таком формате. Изображение 2600 пикселей у меня сейчас будет весить чуть больше 2 мегабайт. Конечно же, это очень удобно, плюс пересылка для по почте. Многие почтовые клиенты поддерживают там,
ограниченное количество объема. Ну что ж, собственно говоря, все. На этом можем брать сейв. Мой компьютер давайте на рабочий стол я сохраню, потом перекину в какую-то полезную папку. Есть у меня уже раз, два, три, но не имеет никакого значения. Ну что ж, ребят, на этом основное занятие все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их, пожалуйста, сейчас. И я с радостью отвечу на ваши вопросы, которые у вас появились в ходе нашего вебинара. Я временно отключу экран. Я думаю, что он нам не понадобится. Ребят, вопрос, который вы задавали ранее, я, к сожалению, уже проматывать не буду. Задавайте теперь. Текст. Данил, какой цветовой профиль используешь? Adobe RGB, sRGB, sRGB. Важно, откалиброванный монитор. Нет, у меня стандартная деловская калибровка. У меня монитор 2412H. Он, к сожалению, снят уже с производства, но, тем не менее, очень хороший. Если кто-то где-то найдет, рекомендую. Так, сколько времени уходит на процесс моделирования плюс рендер, постобработку в процентах? Как часто отсылаешь проекты со сложной постобработкой? Насколько повышается ценник, если требуется именно крутая картинка, например, выставить на сайт, а не просто дизайн помещения? Ребят, вообще, в принципе, неправильный подход. Каждая ваша работа должна быть офигительной. Такое, чтобы каждый вот вообще просто взял и уписался. Не имеете права выставлять никуда работу ниже абсолютного вашего максимума. И, соответственно, никак это не влияет на стоимость. Каждая моя работа, которую я делаю, я максимально стараюсь сделать ее очень хорошо. Только в таком случае все ваши клиенты, все ваши заказчики будут постоянно, бесконечно к вам обращаться и рекомендовать вас своим друзьям. Только так. Проценты моделирования, рендер, постобработку, не скажу, рендер, там, ну, я не знаю, самый долгий, ну, блин, тут тоже некорректно. Дело в том, что мы в последнее время рендерим большие 360 камеры, вот, там по 8 тысяч, по 10 тысяч пикселей, они, конечно же, рендерятся долго, там 4-5 часов, то есть, и там очень много геометрии, то есть 60-70 миллионов. Вот мы поставили рекорд 130 миллионов. У нас была огромная сцена по Нью-Йорку, мы делали огромное офисное здание и отмоделировали реально пол Нью-Йорка. Вот, то есть там вообще без вариантов. Причем в прокси там было еще 600 тысяч миллионов полигонов. Поэтому проценты тут могут быть какие угодно. Ну, не могу так ответить. Когда будет запись? Надеюсь, скоро. Очень постараюсь, чтобы было скоро. При батч-рендере не сохраняются настройки кривых. Как с этим бороться? Более новой версии V-Ray. Дело в том, что вот это было у меня, если не ошибаюсь, 2.4. Вот. Я вот не помню, 3.0 сохраняет ли кривые, но 3.3 сохраняет кривые точно. Вот. Если не сохраняет, то, наверное, какая-то там что-то надо настраивать. Существует ли более быстрая версия обработки, типа крутая, которая больше подойдет для текучки? Собственно говоря, все сегодняшние инструменты, которые я показывал, это инструменты. Вот. А какие из них использовать? Ну, конечно же, быстрее всего положить сразу на RGB слой какой-нибудь крупный шарп, откорректировать кривыми цветовой баланс, вернее, откорректировать кривыми контраст и добавить цветокоррекцию, color corrections. Собственно говоря, вот три действия, которые при регулярной работе для такой вот быстрой текучки сделают вашу, ну там, сделают 80% вашей картинки презентабельные, то есть выжмут 80% возможностей вашего изображения. Остальные 20% возможностей вашей картинки — это бесконечный мэтт-пейнтинг, которым можно заниматься в свободное от здравого смысла время. Вот. Текс. Как записаться к нам на обучение? У нас вот сейчас запланирован на 27 июня курс по интерьерной визуализации
визуализация интерьера 2.0 Luxury Apartment. Сейчас я дам вам ссылку. Сейчас, одну секундочку. Вот этот курс, записаться на него можно, собственно говоря, зайдя сюда, прочитав всю информацию, убедившись, что вам это подходит, убедившись, что это ваш формат работы, убедившись, что это действительно то, что вам нужно, и тогда там есть кнопочка «Принять участие» и принять, собственно говоря, участие. Не всегда в Light Select сохраняются сферы. В смысле сферы? Объекты, источники света, сфера? Не знаю, все работает. Может быть, если вы берете какое-то огромное количество этих сфер, может быть, там есть ограничения по количеству источников света в одном Light Select, но я такого не встречал. Я, как правило, добавляю исключительно окна и солнце, поэтому проблемы со сферами я не сталкивался. Вот. Да, иногда и эски добавляю, но тоже на отдельный слой и тоже по группам. Я всегда это делаю по группам, потому что в противном случае может получиться каша на изображении, и вместо добавления теней я от теней, наоборот, избавлюсь. Поэтому это плохо. Показать ночного вида обработку. Ну, наверное, не в этот раз. То есть суть на самом деле та же самая. Просто источники света, скажем так, важность свечения находится в разных позициях. То есть если ночью это больше электрический свет, то днем это больше естественный свет. В кино часто используется эффект контраста, когда свет почти оранжевый, а тени почти синие. Это задает драматизма изображению. Использовали такой эффект в рендерах для интерьера, и как его добиться во время рендера или же постобработки. Конечно же, постобработка и, конечно же, разделением света и теней. Вот. Делается это теми же самыми способом, ну, опять же, в зависимости от глубины этой постобработки. Может быть, вам нужно создавать маску для вашей анимации, чтобы разделить абсолютно всю картинку на белое и черное, и, соответственно, белому и черному задать определенные тона. Тогда вам нужна будет анимированная маска. Вот. Если же это просто эффект, такой вот как наподобие там американский, там едет чоппер, пустыня и горит асфальт, то тогда он будет достаточно простой цветокоррекции, разбитой по Mid-Tone и Shadows. Вот. Какие на вкус фломастеры, не знаю, можете попробовать, расскажете потом. Если серьезно, то что делать или необходимо откорректировать несколько изображений? Есть такая очень классная штуковина, называется она, давайте сейчас покажу экран, одну секундочку, еще раз. Я, честно скажу, этим не пользуюсь, но она существует, и она многим ребятам оказалась полезной. Находится она, надо ее добавить, Windows Actions, вот она. Вот, давайте ее перетащим вот сюда. Вот. И здесь вы можете создавать определенные записи. Вот. Ну, например, создадим новый action. Вот. Нажимаем Record и чего-то там делаем с этим слоем. Но будет применяться, конечно же, только регулярные изображения. Ну, например, Sharpen, да? Smart Sharpen. Например, давайте возьмем размером в 1 пиксель, там amount какой-нибудь дикий, ну просто для того, чтобы он записался хорошо. Ну, проделываем еще ряд определенных действий, заходим обратно в Actions и нажимаем Stop. Вот. И вот видим, что у нас записался Action 1. Вот. Соответственно, мы можем выбрать картинку какую-то, например, эту же, и нажать Play. Вот. И этот Action применится к этому изображению. То есть мы применим весь ряд изменений, которые мы проделали и записали, ко всем последующим изображениям. Но, опять же таки, это очень такая грубая
сила обработки изображений, я все-таки рекомендовал бы корректировать изображение индивидуально. Вот. Так, сейчас промотаю наверх, я пропустил какие-то вопросы. Так, ну, ребят, прошу прощения, какие-то вопросы я все-таки пропущу, поскольку мотать уже просто даже не знаю. Будет ли вебинар по созданию дизайна помещения, как используете композицию? Ну, скажем так, если быть до конца откровенным, обучать людей дизайну я не совсем, это немножко не мой профиль. Для того, чтобы обучить человека дизайну, ему нужно пойти там, на архитектурный факультет, в художественную школу, потратить большое количество реально лет на обучение, на развитие себя, на осознание, что такое колористика, нарисовать несколько десятков картин, разобраться, что такое ритм, что такое метр, что такое композиция, как она строится, что такое золотое сечение, что такое Фибоначчи, там огромное количество технических параметров, которые ну, на самом деле за 2 недели курса не вольешь человеку в голову. Мой курс, который я провожу, направлен на техническое обучение, то есть обучение 3D Max. У вас есть определенные мечты, определенные фантазии, определенное свое видение, и я помогу вам научиться это видение реализовывать. Но привить вам это видение я не смогу. Я вам больше скажу, если вам кто-то скажет, что он сможет это сделать за 2 недели, вы можете бросить в него камень. За месяц это тоже не делается, и вряд ли это даже делается за пару месяцев. Вот. Самые талантливые ребята, в лучшем случае, может быть, если вы будете заниматься вот только этим изо дня в день, и даже кушать будете очень-очень мало и очень редко, может быть, за полгода-год вы выйдете на какой-то хороший, там, более-менее уровень. Но я имею в виду по дизайну. Визуализация, да, визуализация — это технический навык, который вы либо умеете, либо не умеете. Вот этим я и занимаюсь, чтобы сделать так, чтобы вы, ваши фантазии, ваши взгляды, ваше мировоззрение могло превратиться в классный, крутой, вкусный, продающий вас как специалиста рендер. Это честно, и это то, что действительно работает. Много нового интересного узнаю от своих студентов. Очень много, бесконечно. Просто я могу сказать, что некоторые мои студенты меняют мою жизнь. Когда рендерю батч-рендером, то слои не сохраняются. Возможно ли сохранить автоматически? Я показывал в начале вебинара, мы сохраняем их при помощи активации истории в V-Ray буфере. В классических малоосвещенных интерьерах, мелких деталях всегда появляются пятна на Radiance Map. Исправить это получается только накручивая настройки Radiance Map, что существенно увеличивает время рендера. Можно с этим бороться по-другому? Да, можно. Это делает в основном Light Cache, а не Radiance Map. Именно поэтому накручивание этих настроек вам слабо помогает и сильно увеличивает время рендера. Рекомендую проэкспериментировать с настройкой Light Cache, то есть не Map Light Cache, а Light Cache, и добиться того, чтобы у вас картинка была без пятен. Вот с этими настройками Light Cache будет корректно рендерить ваше изображение, используя Irradance Map. Почему? Потому что Irradance Map — это первичный отскок, primary bounces, а Light Cache — это secondary bounces, то есть вторичный отскок фотона вашего света. Соответственно, а пятна как раз появляются не на том месте, куда прямо светит источник света. Они появляются где-то в углах, где свет доходит там в 10-й раз. Вот, собственно говоря, из-за этого и нужно настраивать именно Light Cache.
Как делать в фотошопе красивые вспышки, лучи на источниках света, спотах, люстрах. Knoll Light Factory я же показал. У меня корона рендерится V-Ray при рендера белый и черный экран. Как избавиться этих? Не понял вопроса, сорян. Вообще не понимаю. На курсе новом будет моделировать растения, которые в вазонах. Да, будем моделировать растения в вазонах. Ребята, вообще, кто осмелится попасть на этот курс, давайте я сейчас брошу ссылку. Это действительно очень такая мощная и действительно это один из самых сложных курсов, который я вообще планировал. Он реально для серьезного такого продвижения и, честно скажу, не каждому подойдет, поэтому подумайте об этом несколько раз. Но те, кто туда попадут и те, кто пройдут этот курс, ну, я рассчитываю, что это получатся монстры, такие себе монстрики, бегающие и рендерящие все, что попадется им под руку. Давайте я вот так вот сделаю. На примере вот этого проекта мы будем создавать интерьер. Собственно говоря, наша задача создать этот интерьер такой, как он есть здесь, или круче. Вот, собственно говоря, все растения, которые здесь есть, все нюансы моделинга, света, текстуринга и всего остального, которые вы здесь видите на этом проекте, будут у нас на курсе. Чем лучше V-Ray 3.3 от V-Ray 3.2, почему на него перешли? Во-первых, оптимизировали работу самого процесса рендеринга, то есть продакшн рендеринга. Блин, вылетело из головы, как же он называется. Прогрессив рендеринг. Вот, оптимизировали работу DMC сэмплера, он считается намного быстрее. Добавили несколько фишек по материалам, добавили новые способы работы солнца. Вот, там новое небо появилось, ну и, соответственно, новые связи. Вот, и вообще ускорили время рендера. На самом деле, с приходом V-Ray 3.2, V-Ray 3.3, а теперь еще и V-Ray 3.4, настройка V-Ray и постановка света превратилась в практически в игру, практически без использования каких бы то ни было сложных параметров, настроек и так далее. Поэтому я рекомендую переходить на V-Ray все более и более новых версий безоговорочно. Вот. С 3D Max не так. Я лично работаю все еще в 2014 Max, но V-Ray обновляю, как только они выходят. Текст. Если есть несколько картинок одной серии одного проекта, каждую картинку нужно обрабатывать по-своему, или же можно настройки сохранять в виде пресетов. Показал Actions. TX. Каким фильтром лучше повысить резкость картинки? Это Sharp. Пробовал ли я сделать подачу интерьера в Unreal Engine? Игрался, скажем так. Ничего, чтобы я делал за деньги в Unreal Engine, я не делал. Так игрался. Ну, прикольно, но игрушка. Вот, ну, в конечном итоге мы понимаем, что мы на этом, ну, я на этом зарабатываю деньги. Это моя работа, как бы я ее не любил, как бы я там не тащился от этой работы, в конечном итоге я зарабатываю деньги. И коммерческие проекты должны соответствовать цена-качество. То есть, условно говоря, проект выполняется определенное время, он стоит определенных денег. Соответственно, я не могу потратить на него там 3 таких же единицы времени, поскольку я буду в глубоком минусе. Это не очень круто. Реально ли настроить рендер так, чтобы можно было отрендерить более-менее качественно за 15 минут? Можно за 5 минут. Зачем так долго ждать? Смотря что рендерить. Вот. Слышу легенды о дизайнерах, которые так могут. У меня есть прекрасных несколько мастер-классов, которые показывают, как это делать. Не надо никаких легендарных там джедаев искать. Вот заходите на RenderCamp, раздел мастер-классы, предыдущие мастер-классы посмотрите, вот вам там все рассказано будет и показано.
Можно ли научиться дизайну, или это чисто творческий навык? У меня в команде есть дизайнер, или все придумаешь сам? У меня в команде все дизайнеры, и все дизайнеры видят. Дизайну научиться можно, конечно же. Это вкус. В первую очередь это вкус. Дело в том, что у кого-то он есть априори врожденный, а у кого-то есть... А кому-то приходится воспитывать определенную закономерность. Есть определенные закономерности построения дизайна. Если человеку сложно придумывать дизайн, то, следуя этим закономерностям, можно дизайн выполнять. Об этих закономерностях я буду рассказывать на грядущем курсе. Вот, потому что закономерностям можно следовать. Это важный, отличающий их нюанс. Сегодня слышала про вид рендера, когда свет просчитывается отдельно во всей сцене один раз, а затем сами рендеры используют в анимации для быстрого рендера кадров в V-Ray. Можно чуть-чуть подробнее, можно ли это использовать для рендера больших интерьерных сцен с кучей ракурсов, как именно эта фишка называется правильно. Это называется рендер анимации. Опять же, у меня есть мастер-класс на эту тему. Буквально 2 или 3 мастер-класса назад в разделе мастер-классов на RenderCamp вы можете посмотреть рендер архитектурной анимации или что-то такое, как-то он так называется. Для интерьерной анимации абсолютно то же самое. Можете отрендерить все ваши, например, 4 камеры, если это квадратное помещение, да, прорендерить весь Iridance Map для всех позиций, и у вас будет готово все. Текс. Давайте еще чуть-чуть ниже прокручу. Буквально еще 5-7 минут мы с вами пообщаемся. В последнее время столкнулась с проблемой нарушения гаммы при сохранении. Приходится сохранять PNG несколько раз с подбором гаммы. Иногда просто ставлю галочку «Файл сохранять корректно». Но бывают ситуации, что приходится подбирать от 1 до 2,2. Вообще output гамма должна быть 1,0, и она должна соответствовать тому, что вы видите во время рендера. Если у вас как-то не так, то вам нужно перенастроить output гамма. Как настраивать output гамма? Есть то ли 14, то ли 15 октября 2015 года пост в группе RenderCamp ВКонтакте. Можете зайти и там буквально 20 секунд поскроллив, найдете ответ на этот вопрос. Там я очень детально описал на картинке, как это делать. Дом, в котором жил Данил, какой он? Он ужасный. Душещипательный. Есть ли способ наложения непрозрачность, а ниже заливка? Пользуешься непрозрачностью. Почему? Это немножко просто 2 разные функции, они по-разному работают. Ими можно пользоваться параллельно. Это просто 2 разные функции. Они очень похожи, если поверхностно к ним относиться. Если глубже копнуть, то они по-разному работают. И вам спасибо, и вам здоровья. Были интересные моменты. Да, спасибо всем за спасибо. Насколько сильно отличается обработка интерьера и экстерьера? Сильно отличается. Инструменты те же, логика разная. Там больше на свет ориентировано, а здесь больше на блики ориентировано. Если картинка после рендера выглядит серовато, каким фильтром ее можно оживить? В первую очередь кривыми. Есть ли смысл изучать другие программы для моделирования, кроме 3D Max? Хороший вопрос. Я себе пришел... В общем, нет смысла. Это все равно, как если вы занимаетесь спортом, заниматься одновременно, например, плаванием и бегом. Вот. Вы сможете стать хорошим спортсменом и там, но чемпионом мира в 2 таких разных дисциплинах, тоже возможно, наверное, но намного более тяжело.
Сколько часов в день тратишь на работу? Бывает так, что работаешь по ночам, в твоей команде есть твои выпускники? Да, собственно говоря, вот Максим Демин, мой ученик, он у меня 2 курса прошел, и вот у меня не так давно появилась девушка Тамара, работает 1,5 месяца назад. Ну, она не является моим прямым учеником, но я ее тоже занимался с ней определенное время. Ну, там долго объяснять, короче, откуда. Ну, тоже чуть-чуть учил, но больше она училась сама. Использую V-Ray RT для постановки света исключительно. С выключенным Light Cache появляется только пятна появляются только на IRMAP. Еще раз, с выключенным Light Cache пятна появляются только на IRMAP. Дело в том, что дело не в самих пятнах, дело в причине появления этих пятен. Вот. Надо понимать, что разницу между primary bounces и secondary bounces — это важная штуковина. Сколько стоит курс? До пятницы, до вечера пятницы курс стоит $182. После этого цена увеличится больше, чем в 2 раза. Вот. Так что, если у вас есть желание, рекомендую успеть на эту акцию и не прозевать ее. Насколько субъективен наш метод? Ха-ха, классный вопрос. Тут, вы знаете, это философский вопрос. По большому счету, весь мир субъективен. Вот. И найти что-то абсолютно объективное, наверное, я даже не знаю, что это должно быть. Вот. Поэтому очень субъективен. Мне нравится вот так. И я, делая вот так, получаю вот такой результат. Некоторые люди считают его хорошим. Некоторые люди говорят, что это высокий результат. Я склонен с ними согласиться и продолжаю этим заниматься. Много ли времени трачу на просмотр чужих работ? Да, очень много. Собственно говоря, я очень много смотрю готовых реализованных дизайнов. Рекомендую Contemporist, рекомендую HQ Room, рекомендую Dezin, ну и Behance, конечно, JPEG посмотреть. Вот. Причем рекомендую смотреть не только то, что в топе, а и просматривайте ленту плохих работ. Анализируйте плохие работы, это важно, потому что посмотреть на красивые картинки, вдохновиться — это клево. А сделать работу над ошибками, увидеть, что в чужой работе не так, и исправить это в своих работах — это важно. Расскажите на курсе, как использовать ресурсы других компьютеров через локальную сеть или интернет. Вообще, возможно ли это? Много об этом слышал, но интересно, как это делается, используя подобные технологии. Нет, я не пользуюсь этой технологией, потому что рендер за 20 минут мне не нужно делать через такие способы. Называется это дистрибутив рендеринг. Делается это довольно-таки несложно, но смотрите, рассказывать на курсе я этого не буду. Задача у курса другая. Задача у курса сделать так, чтобы вы умели рендерить картинки быстро, то есть 20-30 минут на рендер. То есть реально дистрибутив рендер вы будете настраивать дольше. Вот. Да, я когда-то этим пользовался, последний раз 6-7 назад, то есть очень давно. Вот, больше я к этому не прибегаю. Вот правда, час настраиваешь, 20 минут рендеришь, вообще смысла нету. Раньше у меня на YouTube, на моем канале, было больше коротких видеоуроков. Теперь их нет, хотелось плакать, когда обнаружила пропажу. Почему их удалил? Политический вопрос, микрополитический вопрос. Скоро они появятся вновь, и скоро их будет намного больше. Возможно ли обходиться вообще без постобработки? Смотря в каком смысле вопрос. Если вопрос
добиваться в 3D Max такого качества рендера, чтобы вот он был вообще безумным. Да, это возможно. Стоит ли на это тратить время? Нет, не стоит. То, что можно добавить там мелочи, там контраст и так далее, фоны за окном и прочие мелочи в фотошопе, в 3D Max делаются очень и очень... Ну, на это можно потратить там часы, то, что можно в фотошопе сделать за минуты. Хороший вопрос по поводу, чем отличается курс, этот курс отличается от предыдущих по визуализации интерьера. Во-первых, каждый мой курс это, ну, я человек, как у меня спрашивали по поводу субъективности раньше. Я человек, я развиваюсь, я каждый день этим занимаюсь, и каждый мой курс имеет абсолютно другую тему, другой уровень и другую задачу. Я показываю абсолютно разные способы постановки света, моделирования объектов, настройки фонов, постобработки. В некоторые включаю анимацию, из некоторых исключаю анимацию, в зависимости от группы, которая собирается. Если чем сильнее группа собирается, тем активнее и продуктивнее проходит курс. В любом случае получаются очень и очень крутые работы, и в любом случае получается очень крутой и совершенно разный рывок. Если вы обратите внимание, абсолютно все курсы, которые проходили там за последние несколько лет, носили абсолютно разную тему. То это ресторан, то это вот сейчас это лакшери, черный интерьер, до этого был белый интерьер, до этого был курс для быстрый старт, он так и назывался, быстрый старт, он был ориентирован больше для начинающих ребят. Вот, то есть это абсолютно разные вещи. Вот. Как часто проходят курсы? Ну, не знаю, наверное, штук 5 в год проходят. Вот. Текст, ребят, я думаю, что на этом мы будем завершаться. Я обещал подарить за самый интересный, самый понравившийся мне вопрос курс, и я с радостью это сделаю, как и обещал. Мне больше всего понравился несколько вопросов от парня, которого зовут Максим Хан, ну, по крайней мере, подписан так, поэтому я тебе поздравляю, напиши мне, пожалуйста, в личку, и я тебя с радостью приглашу на курс, запишу прямо сегодня. Еще раз, Максим Хан, напиши мне, пожалуйста, я тебя зову к себе. Спасибо большое, ребята, всем за внимание, было очень круто. Я постараюсь как можно быстрее мастер-класс этот выложить в записи и, конечно же, сообщу об этом всем письмом. Рад был всех вас видеть. Я думаю, что на следующей или через неделю мы успеем провести еще один мастер-класс. Если у вас есть какие-то особенные пожелания по теме проведения мастер-класса, пожалуйста, присылайте их мне, я все эти темы рассматриваю. Присылайте свои вопросы, присылайте пожелания. И до скорых встреч. Чао, какао, пока.